По поводу управления климатом контроля на примере BMW X5 E53 кузов. Первая кнопка сверху – это подача воздуха на лобовое стекло, верхнее боковое вентиляционное отверстие. Вторая кнопка – это подача потока воздуха в область груди для водителя, переднего пассажира и задних пассажиров. Третья кнопка – это подача воздуха в пространство для ног в передней части автомобиля и задней части автомобиля. При нажатии на кнопку «Авто» включается автоматический режим обдува воздуха, автоматически распределяется по всем направлениям подача воздуха в системе. Также обороты вентилятора автоматически регулируются в зависимости от заданной температуры климата. Для выключения режима авто нам достаточно выставить обороты вентилятора. Далее, поскольку у нас двухзонный климат, регулировка температуры у нас есть с левой стороны и с правой стороны. Для удобства и комфорта водитель может настроить температуру подачи воздуха индивидуально, а пассажир также может настроить для себя температуру. Верхняя кнопка обозначена красным индикатором увеличения температуры подаваемого воздуха. Нижняя кнопка уменьшение температуры подаваемого воздуха. Так же само для стороны пассажира. Увеличиваем и уменьшаем температуру. Снизу у нас кнопка регулировки оборотов вентилятора подачи воздуха в салон автомобиля. Можно добавить обороты вентилятора и уменьшить. По поводу температуры, оптимальная и комфортная температура считается 22 градуса. В правой части блока климата у нас кнопка подачи воздуха на лобовое стекло. При нажатии на нее климат направляет поток воздуха на лобовое стекло и делает максимальные обороты вентилятора. Использовать этот режим обдува для размораживания лобового стекла зимой или запотевания лобового стекла в дождливую погоду. Для выключения режима еще раз однократно нажимаем на клавишу. Климат возвращается к пользовательским настройкам. Включение кондиционера осуществляется нажатием на эту кнопку. У нас загорается индикатор включения. Включается наружный вентилятор кондиционера, срабатывает муфта кондиционера, фреон циркулируется по трубкам кондиционера, охлаждая внутренний радиатор кондиционера. Далее внутренний вентилятор климат-контроля подает охлажденный воздух в салон. В зависимости от заданной температуры климата и температуры наружного воздуха и теплового состояния двигателя воздух охлаждается или подогревается. Для выключения кондиционера нажимаем однократно, лампа потухла. Вентилятор кондиционера наружный перестает работать и муфта кондиционера отключается. При определенных погодных условиях после пуска двигателя лобовое стекло может на некоторое время запотеть. Запотевание можно уменьшить включением кондиционера. При работе кондиционера образуется конденсат, который сливается под автомобиль. Это нормальное явление. Периодически нужно очищать внутренний и наружный радиатор кондиционера. Также необходимо прочищать дренажные трубки кондиционера. В режиме кондиционера при нажатии на кнопку «Авто» включается автоматический режим обдува. Воздух автоматически распределяется по всем направлениям подачи воздуха в системе. Также обороты вентилятора автоматически регулируются в зависимости от заданной температуры климата. Для выключения автоматического режима достаточно уменьшить обороты вентилятора и выставить мануально направление потока воздуха. Выключаем кондиционер. Далее у нас режим рециркуляции. При определенных обстоятельствах, допустим, неприятный запах с улицы, поднятая ветром пыль, нажатием на кнопку можно временно прекратить подачу наружного воздуха в салон автомобиля. Когда загорается лампа индикации с левой стороны, система автоматически отталкивается от наружного датчика качества воздуха, будет перекрывать и открывать подачу воздуха в салон. Вторым нажатием включаем режим принудительного перекрытия подачи воздуха снаружи. В этом варианте воздух в салоне циркулируется по замкнутому кругу до момента выключения этой функции. В сырую дождливую погоду окна могут запотевать при принудительно включенном режиме рециркуляции воздуха. Необходимо выключить режим и увеличить подачу воздуха. Обогрев заднего стекла включается нажатием этой клавиши. При этом загорается индикатор «Обогрев заднего стекла». Выключается автоматически, либо принудительно нажатием на клавишу. При нажатии на кнопку «Max» система кондиционирования устанавливает минимальную температуру климата,
устанавливает обороты вентилятора подачи воздуха на максимальный уровень. Воздух в салоне охлаждается достаточно быстро при использовании этого режима климат-контроля. Для того, чтобы отключить режим Max, нажимаем на кнопку. Обороты у нас понижаются до ранее установленных. Если нам кондиционер не нужен, повторно нажимаем на клавишу кондиционирования. И система кондиционирования у нас отключается. Вентиляционные решетки. Для обеспечения вентиляции без сквозняков можно отрегулировать подачу воздуха в область груди в следующем порядке. Регулятором можно плавно открывать и закрывать воздуховоды. Рычагами можно управлять направлением потока воздуха. Центральным колесиком можно регулировать температуру поступающего воздуха. Смещать его в сторону синего спектра, поступает более холодный воздух, и смещать колесико в более красный спектр, будет поступать более теплый воздух. Сейчас у нас лето, будем использовать кондиционер, устанавливаем колесико в синий спектр. Оттаивание и отпотевание стекол. Установить температуру в салоне 22 градуса, нажать на кнопку обдува лобового стекла, оттаивание заднего стекла. Выключается автоматически или при повторном нажатии. Микрофильтр. Система кондиционирования имеет встроенный микрофильтр, который очищает поступающий и циркулирующийся воздух от пыли. Фильтр меняется в режимах проведения планового ТО. Если подача воздуха заметно снижается, необходимо досрочно заменить микрофильтр. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В конце этого видео оставлю плейлист по BMW X5 E53 кузов. Переходите, смотрите видео. До встречи на канале, всем пока!